Толпа, всем привет, всем шалом, салют. Хотел несколько слов сказать о работе хандименом. На днях взял такой вот автомобиль, без понтов, обычный стандартный седан. Кондиционер есть, печурка греет, ништяк хватает. Я имею свой небольшой бизнес по перевозке автомобилей, пикап-траки. Вот, но сегодня этот бизнес настолько умер, что... Честно говоря, вот водители едут сейчас, какие-то там монеты приносят, гроши. Ну и все не то, в общем. Все не так и не то, как было еще буквально там год-два назад. Начал работать хандименом, как бы я регистрировался в приложении. Приложение называется Athumbek. Я скину ссылочку в описании к видео. Будет на это приложение. Там и вы, и я получим по $100 на первые лиды. Ну, я получу за вашу регистрацию, вы получите за то, что перешли по моей ссылке. $100 на первые работы. Вот. Зарегистрирован в этом приложении я еще уже 2 года как. Сейчас просто начал чаще использовать. На самом деле поднял свой рейтинг в этом приложении. И заработок повысился. То есть я стал пользоваться спросом у людей. Они постоянно пишут, о чем-то договариваемся. Цена работы составляет на сегодняшний день $75 в час. Выставляю минимальное время работы 2 часа. Те, кто соглашаются, едем, работаем. В принципе, в среднем где-то выше, где-то ниже составляет заработок там $300-400 в день. Ребят, небольшая ремарка. Все это еще зависит от локации, где вы находитесь в Штатах. В каждом штате, в каждом городе по-разному, цены разные, спрос на эти услуги тоже разный, поэтому я говорю конкретно за себя. Использую вот такой седан, обычный, ничего сверхъестественного в нем нет. Помещается лестница. Такой вот самый обычный дешманский, купленный в Walmart шуруповерт. Отвертки, саморезы, молотки, монтировка. Но это то, что мне нужно было. Сейчас я ездил на заказ, только приехал. Вот. Та же самая фигня. Уровни, напильники. Такой небольшой, несложный комплект разнорабочего здесь. Вот. Немного отвлекся от темы пикап-траков, с которых тихо-тихо я слетаю. На самом деле гораздо выгоднее сегодня заниматься этим. Почему? Потому что находишься дома, видишь семью, кушаешь, спишь как человек. В общем, мне на сегодня это гораздо ближе. Uber, DoorDash, все это на самом деле на любителя. Я за рулем наездился, честно говоря, надоело. Вот, что хотел еще сказать. Хотел сказать следующее. Ребятки, если вам интересно, что за приложение, как оно настраивается, смогу показать наглядно, как настроено это дело у меня. Честно говоря, я разбирался очень долго, разбирался не через телефон, разбирался через ноутбук. Почему? Потому что там есть возможность автоматического перевода и, скажем так, более понятно, да, на родном языке все это изучать, настраивать. Поэтому, если будет интересно, запишу видео по этому поводу, как настроена у меня, цена за лид, какое количество лидов падает, вот и так далее. Оставлю ссылочку в описании на это приложение. Заходите, регистрируйтесь. Вам так же, как и мне, упадет бонус с этого. Вот. Так что, парни, если вдруг проявляете нездоровый интерес, или здоровый, или здравый, или нездравый интерес к профессии разнорабочего в Америке, пишите в комментариях, я обязательно, максимально поделюсь той информацией, которую владею сам. Вот. Как-то так, ребятки. Давайте, всем добра. Подписывайтесь, ставьте лайки. Чем вас больше,
тем будет больше видео на абсолютно разные темы, на абсолютно разные направления заработка, дохода, на темы того, как мы выживаем здесь, иммигранты из России, да, в Америке, как сложно или легко без владения английского языка здесь находиться. То есть все постепенно буду объяснять, рассказывать, если вы будете проявлять к этому интерес. Всем добра, всех обнял, заплакал. Но это слезы радости, гайс. Пока.